потому что это честные часы за лучшую в мире цену. Ну, всегда есть соблазн на эту скользкую дорожку ступить, но я этого избегаю. Но здесь я могу сказать, что эти часы дали наибольшую выручку за этот год. Качество обработки практически не уступает Rolex. Из французских брендов это абсолютный лидер. Seiko сократил продажу GMT калибров на свободный рынок. Я был поражен то, как эти часы выглядят. Любителям читаемости давай тогда вот эти часы не будем показывать. Да, это чтобы они нас не закидали. Я удивился. Мы, наверное, за первые 2 недели продали 80% стока. Вот мне как часовщику с 30-летним стажем непонятно, на чем мы зарабатываем больше, на чем мы теряем. Борис, приветствую. Где-то полгода не виделись, а сейчас уже конец года. Время подводить итоги. Привет, Денис, и спасибо тебе за этот сюрприз, что все-таки выбрал время и в конце года к нам приехал. Давай подводить итоги. Я всегда рад. О чем поговорить хочется? Хочется поговорить, наверное, про топы, потому что конец года все подводят топ продаж, топ лучших моделей, топ кварца, механики. Вот, может быть, про механику поговорим? Ну, вот, скажем, лучшие часы механические, 25-й год. Топы. Ну, я к твоему приезду подобрал, покопался в нашей CRM-системе и выбрал топы. А какие критерии отбора топов? Это вот важный нюанс. Слушай, а критерии абсолютно разные, но они все экономические, да, то есть какие-то модели имеют там наибольшее количество продаж, какие-то дали наибольшую выручку. У некоторых моделей там какая-то феноменальная отдача прибыли на вложенный рубль. Это абсолютно честные топы, но есть и один любимчик, который как бы по вот этим экономическим показателям в топы не лезет, но непонятно почему. Вот мне как часовщику с 30-летним стажем непонятно, почему он все-таки попал в топы. Но это тоже обсудим. Ну, это, кстати, вот такой сразу тонкий момент. Может быть, даже стоит его сразу в начале ролика затронуть, потому что многие считают, что вот подборки топов от блогеров или от ритейлеров – это всегда те модели, которые кто-то хочет продвинуть, или какие-то модели, может быть, не очень хорошо продаются, откровенно говоря. Ну, всегда есть соблазн на эту скользкую дорожку ступить, но я этого избегаю. Это правильный подход. Тогда, может быть, начнем с чего-то интересного. Вот затраты на рубль, да, прозвучала фраза. Что здесь? А ты знаешь, можно я тебе не буду рассказывать? Все-таки это некая экономическая тайна, вот, на чем мы зарабатываем больше, на чем мы теряем. Вот, то есть просто я хочу уверить наших зрителей, что все эти модели топы, каждый в своем. Но в чем конкретно, я сегодня говорить не буду. Ну, коммерческая тайна, это понятно. Тем более, канал смотрят не только подписчики, но и конкуренты. Вижу, здесь Sigma присутствует. Очень интересно, потому что бренд только что стартовал в 2025 году, и я делал видео на эти часы. Я думаю, многие делали видео на Sigma. У меня уже есть подписчики, которые носят Sigma, которые в чате постят фотографии. Вот интересно, что по продажам. Почему Sigma попала в этот топ? Потому что это бренд Best Watch или по какой-то еще причине? Нет, ну, она попала, потому что действительно были очень хорошие продажи, и некоторые модели уже распроданы. Вот. Мы пытались сделать второй релиз этих моделей. Ну, а почему? Потому что это честные часы за лучшую в мире цену. Мы на прошлом обзоре обсуждали, да, что здесь максимальное содержание характеристик, качество обработки, которое практически не уступает Rolex. Да? Вот мы тогда сравнивали, в одной руке держали Sigma, в другой держали Rolex. Тактильные ощущения те же самые. С большим удовольствием для себя я отметил, что вот покупатель в России эти качества оценил. Это соотношение. Мы же стараемся не только деньги заработать, мы смотрим вперед и определенную миссию на себе ощущаем, что мы должны открывать людям, чем отличаются часы хорошего качества, экстра качества и подделкой под качество, имитацию качества. Ну и мне отрадно, что наш покупатель разобрался в этом. Ну, то есть Sigma стартовала хорошо, и планы по развитию бренда есть. Да, планы есть. Прозвучала фраза, что хотели сделать еще один выпуск GMT-моделей. Будет он или нет? В чем здесь вопрос? Сейчас сложности. Seiko сократил продажу GMT калибров на свободный рынок. Сейчас ищем калибры. Вот как. То есть теперь модели GMT будет меньше, и самое время покупать последние, которые остались. Конечно. Они будут еще дороже. Вот мы, кстати, начали увеличение цены на Sigma. Это так было встречено немножко в штыки, но, мне кажется, мы и предупреждали, что все хорошее когда-то заканчивается, и цена постепенно увеличивается, но все равно она на уровне лучших цен в мире на часы аналогичного дизайна, аналогичного качества. Ну и остаются плюшки, то есть мы
Обслуживаем эти часы здесь, в российском сервис-центре. Сервис-центр у нас с 96 года официально сертифицированный по Ориенту. До февраля 22 года мы имели сертификаты от Seiko, от Bulova, от Swiss Military. То есть очень хороший уровень сервиса. И на сегодня, например, мы обслуживаем ракету. Да, то есть при том, что ракета находится там в 10 километрах от центра города, они нам доверили сервис своих часов. Поэтому Sigma — это не только вот эта концентрация пользовательских характеристик и цена, это еще и гарантийное обслуживание и постгарантийный сервис. Ну, это, кстати, важный фактор, потому что доступность микробрендов, ну, с того же, да, Алиэкспресс в России достаточно высокая, там, с Озона. Но, на мой взгляд, сложность в том, что эти часы легко купить, но потом с обслуживанием могут возникнуть проблемы, потому что, ну, не будете же вы отправлять обратно в Китай часы на репассаж, где внутри дешевый механизм, допустим, какой-то стоит. А когда покупаешь часы, которые можно обслужить в России, то это, мне кажется, сразу такая надбавка к стоимости, ценности для покупателя. Важный Конечно, плюс. конечно, это фишка. Ну, и потом все-таки нужно иметь какую-то патриотическую составляющую, да, что я живу здесь, в России, да, и те небольшие деньги, которые я на них заработаю, я, скорее всего, в России потрачу, да, то есть какой-нибудь сантехник, который приобретет эти часы, он, может быть, получит когда-то заказ от меня на ремонт сифона там в унитазе. Да, и налоги будут платиться тоже в России. И налоги в России, да. Это важно. То есть по ним уже налоги заплачены, очень существенные. На въезде на таможенную территорию мы НДС платим 7% пошлины, всякие там сборы и прочее. Так что, ну вот, я считаю, что если покупать часы вот этого класса, то лучше их делать в России. Так, хорошо, с Сигмой понятно. Ну, и я вижу, что на столе прообраз Seiko, Marine Master. Это тоже в топе механики. Но здесь я могу сказать, что эти часы дали наибольшую выручку за этот год. Линия Маринмастеров, она очень успешно продавалась. И, ну, тут, я думаю, ничего я про них лучше, чем ты, не расскажу. Вот. Я просто констатирую, что вот они в топе, и уже детальный обзор ты сделаешь самостоятельно. Ну, это я всегда рад, потому что Seiko, Marine Master — это, конечно, одна из моих любимых моделей, одна из самых узнаваемых в мире. Ну, и недаром, что омажи на Marine Master пользуются таким спросом. Вот, и в этом году нам удалось конкурировать абсолютно со всеми и по цене, и иметь сток премиальных моделей Seiko. Вот, так что это большой плюс. А это редкость нынче. И опять-таки подчеркну, что мы можем их не только продать, но и обслужить. Да, потому что ну, вот до 2022 года мы были партнерами Seiko в части сервиса. По любым калибрам, да, Seiko? Да. Хорошо. Тогда предлагаю дальше пойти по моделям, которые на столе сейчас находятся. Мне вот интересно Восток. А Восток, ну, здесь я тоже могу раскрыть экономику. Это, ну, во-первых, что называется entry level, да, это вот нижняя ценовая планка в механических продажах. Ну, по сути, одна из самых, если не самая доступная механика на рынке. Ну да, это самая доступная механика, и она, что радует, очень востребована. Мы год назад с тобой разговаривали о результатах конкурса «Лучшие российские часы». И вот я могу, положа руку на сердце, сказать, что это действительно российские часы. Да, в них советская разработка, в них настоящий, полностью сделанный в России калибр, узнаваемый дизайн, вот, харизма определенная в имени. И, в общем, я получаю огромное удовольствие, когда вижу в отчетах о продажах эти часы. Ну, по сути, если говорить про массовые мануфактуры, которые полного цикла, и которые делают полностью все здесь, в России, и корпус, и циферблат, стрелки, механизм, то это Восток. Восток, да, Восток. Казалось бы, да, и при этом Восток самый доступный из российских. Да, но я должен отметить, что они начинали как доступные, но сейчас есть у них линейки там и 20, и 30, и по 50 тысяч. Вот, и часы интересные. В бронзовых корпусах вот мне лично нравятся часы. Вот вообще мне нравится Восток. Да, мне нравится, куда они развиваются, что они делают. Лимитки появились, разные модели, винтажные, да, много всего интересного. Но база — это всегда командирская амфибия. Да, и вот из командирских я выбирал самый популярный дизайн. Это десантные часы. Это топ продаж. А у Востока, да.
Это топ. Ну, по крайней мере, в нашей сети. У нас тоже мы стараемся там 150-200 моделей в магазине иметь, которые можно купить день в день. И этот ассортимент распределен у нас между двумя магазинами. В Москве на Никольской 10 и вот в Петербурге, где ты был, на Невском 55. Однозначно 99% топов и востребованных моделей, они в том или ином магазине имеются. Ну, это серьезный показатель. Ну да. Хорошо. Дальше Булова. Это один из, наверное, якорных брендов в Best Watch. Что по ним можно сказать? Ну, вот эта Макина, мы стали продавать ее в ковидный 2020 год. Ни разу она не вылетала из топов. То есть вот эта модель абсолютный лидер. Мне кажется, что в 2020 или в 2021 году ты делал обзор этих часов, вот, и они по-прежнему актуальны, вот именно в этом цвете, gunmetal. Ей можно ставить памятник. Да, я делал несколько лет назад, и вот с тех пор эти часы все еще в топе. И что интересно, они остаются актуальными, потому что вот этот дизайн такой технологичный, современный, рубленые грани, интегрированный браслет вот в таком затемненном корпусе, мне кажется, альтернатив практически нет. Особенно если говорить про российский ритейл и часы, которые достаточно доступны. Я эту модель, кстати говоря, включил вот в топ-10 подарков на Новый год и считаю, что это отличный вариант. Совершенно справедливо. Совершенно справедливо. И у Булавы вообще вот из японских брендов, все-таки будем считать, что бренд изначально американский, вот, но он уже лет 15 в руках у японцев. Они здесь нащупали абсолютно беспроигрышную нишу, когда вот такой современный высокотехнологичный корпус сочетает в себе какие-то очень классические элементы, как то скелетонизированный механизм. И вот эта комбинация, она всегда притягивает людей. Ну, также точно, ты знаешь, в Булаве есть пресижонист, где карбоновый циферблат, такой массивный инженерный корпус, и в то же время бриллианты на часовых метках. Вот это тоже один из топов. Вот, и тоже уже в течение нескольких лет. Вот такое сочетание несочетаемого, оно дает иногда результат на уровне какого-то произведения современного искусства. Ну и плюс что-то необычное. А вот по Булаве, если говорить, то здесь вот это механика, а Булова вообще славится своим высокочастотным кварцем. Что лучше в продаже? Кварц или механика, вот именно по Булову? Экономика лучше в механике. Вот, но они наступают на пятки друг другу. Вот эта вот линия составляет основу продаж. Ну, еще, конечно, хронограф и Кёрф. Да. Ну, Кёрф это интересно. Это всегда интересно. А дальше все, как всегда, это подпирает. Там сильная коллекция женские часы с бриллиантами. Вот, тоже, если брать эту ценовую нишу, брать швейцарцев, брать японцев, ни у кого нет такого разнообразия моделей с бриллиантами. Ну, было бы много, да. Очень красивых, небольших, средних моделей женских. Ну да, они, в общем-то, играют и с форм-фактором. У них есть арт-деко, прямоугольные модельки с автоматическими механизмами. Нет, Булова, она остается маркой, которая имеет собственное лицо. И вот ты смотришь на часы там на расстоянии 5 метров, ты понимаешь, да, что это Булова, а не что-то иное. Вот такой феномен в свое время был у часов Скаген. То есть можно было на стол выложить 10 часов каких-нибудь без бренда, фэшн-часов, и вот только одни абсолютно точно определялись, что это Скаген. Все остальное можно было путать. Там это Майкл Корс, это DKNY, Fossil, и непонятно что. Но я всегда с большим уважением отношусь к людям, которые у себя на запястье имеют Булаву. Там в самолете, в поезде. Если вижу человека, то мне хочется с ним поздороваться и пожелать всего самого лучшего. Ну, это уже такой сознательный выбор. Ну да. То есть это некое понимание ценностей вот в нашем вот этом узком мире. Идем дальше. Сразу же у нас переход такой на Эрбле. Тоже нестандартный корпус, но совершенно, наверное, противоположный, хотя тоже черная модель. Это в топе. Вот, честно говоря, здесь, может быть, не очень верится. Вот именно такой корпус с таким креплением ремешка. А может быть, я ошибаюсь? А мне самому не верилось. Я делал ставку на модели Herbelen, которые чем-то напоминают Cartier, там отдаленно напоминают Адемар, там циферблаты у них позаимствованные у Наутилусов, у Патек Филиппов. Вот мне казалось, что это будет пользоваться наибольшим спросом в России. Но нет, вот такая вот морская тема, спортивная, на резиновом ремне. И я могу сказать так, что у нас в портфолио 2 французских бренда. Это
Herbelin и Пьер Ланье, и вот из французских брендов это абсолютный лидер. Ну, кстати, вот они издалека, может быть, не очень понятны, вживую это очень интересная модель. Мне нравится корпус, который вот такой объемный. Но и они оригинальны. Все-таки на рынке не так много часов с таким корпусом. Да, да, сейчас нехватка. Ну, они либо такие женские уже, а эта модель-то, в Да, и принципе, здесь тоже мужская. некое сочетание несочетаемого, да, такой классический очень корпус и спортивный резиновый браслетик. Кстати, про браслетик ты тоже можешь очень много рассказать. Вот он особенный. Да, поговорим. Интересная модель. Мне кажется, она заслуживает отдельного видео. Дальше по классике пойдем. Это Раймон Валь. Это новинка, и, ну, скажу, какой это лидер. То есть мы за один месяц продали 2 штуки. Вот это третья оставшаяся. Для часов в этом ценовом сегменте показатель очень-очень хороший. Редкий в наши времена. А много Раймон Валя у Best в целом? Ну, я считаю так, что у нас в коллекции больше средней статистической по России. Но покупателя что привлекает в этой марке? Именно больше классика, наверное. Когда вот лунник, тут день недели, А в месяц, этой то модели? есть полный календарь. Да, конечно, полный календарь. И, Ну, то есть многие они ценят. красивые. То есть циферблат с лунным календарем, он всегда вызывает повышенный интерес. И плюс практичный, то есть у тебя полный календарь. Да, мне кажется, что многие ценят механику за то, что у нее очень много, ну, ту механику, где много показателей на циферблате. То есть это сразу календарь либо полный, либо частичный. А лунник — это всегда красиво. То есть, на мой взгляд, есть два усложнения таких вот для меня реально полезных. Это запас хода, который практичный, а лунник, который красивый. И вот здесь в данном случае лунник. Но лунник, он, как мне кажется, украшает любую классику, потому что всегда кстати приходится. Тем более здесь пропорционально все. Да, в любом случае часы должны быть красивые. Часы — это же красота. Эти часы красивые. Хотя некоторые подписчики, наверное, поспорят. Часто для людей что важно? Читаемость, важна цена. Но мне кажется, вот лично я всегда часы выбираю по внешнему виду. Ну, любителям читаемости давай тогда вот эти часы не будем показывать, Да, это надо чтобы они прям нас не закидали закрыть. яйцами и тухлыми помидорами. Вот, но тем не менее это тоже лидер. Вот, это Earnshaw. Вот в прошлом году он вышел с этим Golden Bridge от а-ля Corum. Мгм. Я не удивлен, что часы были очень горячо восприняты нашими покупателями, и многие вложили в них деньги. При том, что, да, читаемость никакая, и многие сомневались, а вот какая у них точность. В свое время я достаточно плотно работал с Коромом, и знаю, что у Корома проблемы с точностью были серьезные. Вот, но, тем не менее, люди их носили. Были клиенты, которые с удовольствием носили, потому что ты и такие часы имеешь на запястье, сразу привлекаешь к себе внимание. С одной стороны, плюс механизмы очень красивые. На них приятно посмотреть. Ну, здесь механическое искусство. В этих часах, как мне кажется, можно, в принципе, стрелки даже убрать. Время не так важно. Здесь главное вот визуализация. И при этом корм — это огромные деньги, а это достаточно доступная версия. Да, но без стрелок они потеряют, и я должен сказать, что, все-таки время они Время показывают. не показывает. Время И, они кстати, они показывают читают. точно и читаются. Ну и покупая такие часы, я думаю, каждый отдает себе отчет, что он не будет носить их каждый день. Что это часы какого-то выходного дня или специального какого-то мероприятия. Сдается мне, что часы слева и справа тоже могут вызвать вопросы у апологетов хорошей читаемости, хотя, на мой взгляд, блуждающий час — это очень удобно для считывания времени. Главное — привыкнуть, буквально, может быть, денек-другой. Я 1,5 года назад, оформляя заказ, утверждая заказ на эти часы, очень в них сомневался. А на самом деле получился бестселлер. Но здесь тем более крупная модель, большие такие индикации часа и минуты. И мне кажется, человек даже с не очень хорошим зрением здесь все поймет. Да, и мне, ты понимаешь, казалось, что эти часы, когда я их не видел вживую, не читал описаний, я был убежден, что они кварцевые, а на самом деле они автоматические. И вот этот экземпляр в расцветке Лос-Анджелес Лейкерс, вот он просто топ-топ. Вот эта версия, да? Эта версия, да. Но она такая яркая, очень привлекательная. На крупные запястья. Ну да, вот если бы у меня рука была чуть-чуть помассивнее, я бы точно иногда носил такие часы. Но здесь понятно, почему топ, потому что блуждающий час, яркие большие часы, и это здорово. Ну и вот эта лунная версия,
Потрясающе, конечно, особенно вот с таким высоким стеклом, высокой луной. Ну, вот, кстати, эти часы, они в топ не входят. Я просто их выбрал, потому что посмотрел макро в затемнении, и я был поражен то, как эти часы выглядят. И будем стараться, чтобы в 26-м году они стали топом. То есть это, ну, как бы с нашей стороны аванс. Да, красивая модель, такая парящая. Здесь, конечно, тоже могут быть вопросы по считываемости времени. Нужно немножко привыкнуть. Но, Ну мне да, кажется, некоторые даже дело... не замечают секундную стрелку. Да, да. Что это такое? Это секундная стрелка. Ну, это Как здорово. часовая стрелка обыкновенная, да, то есть хвост кометы. Да. Вот, а как они в темноте светятся. В общем, ну, будешь делать обзор, включи хорошую макро на нее, ночную. Не, красиво, красиво, да. И реализация интересна. Ну, по этим часам сразу видно, что это космос. То есть вот для ценителей такого дизайна, ценителей объема, космоса, когда в темноте все это светится. Объемность, рельефность. Здорово. Это просто космос. Так что, надеюсь, мы через год встретимся, будем подводить итоги и вот отметим, что наши авансы, они оправдались. Шикарная модель. По реализации, по качеству. Вижу Citizen, но это не Цуёса. Казалось бы, Цуёса должна быть более популярная и более такая ходовая, что ли. Ну, если говорить о Цийосе, она, конечно, здорово продается, но все равно она не дотягивает ни по количеству, ни по выручке, ни по доходу, ни по оборачиваемости. Она не попадает в топ-10. А вот эта новинка Зуншин, я удивился. Мы, наверное, за первые 2 недели продали 80% стока. Вот та скорость, с которой на нее отреагировал покупатель, она просто зашкаливает. И поэтому эта модель вот сегодня здесь. А вот это интересно. Ну, то есть покупатель выбрал чуть более дорогую версию. Как мне кажется, здесь немножко больше Citizen вкладывает в качество детализации, обработки циферблата. Шикарный вариант. Ну, Титан, да, и это, я считаю, что другое мировоззрение, это другая история, другая пьеса. Но, да, в общем, как бы продолжение, наверное, концепции Циуса. Ну да, то есть это интегрированный браслет, 60-е, но такая более премиальная Да, у версия. меня к твоему приезду не осталось здесь модели с зеленым циферблатом, потому что я считаю, что она выглядит выигрышно. Но вот эта с серым титановым, она тоже, по-моему, бомбическая. Он рельефный, такой очень объемный. Как японцы любят, обычно же привязывают циферблат к какому-либо либо природному явлению, либо истории Японии. Вот как раз здесь такое. Бумага такая сжатая. Так, ну что, у нас остается последний экземпляр. Последний экземпляр, да. Ну, Карбон. да, карбон. Вот я могу сказать, что из всех карбоновых часов это самый-самый бестселлер. Их осталось немного, это лимитированная серия. На них по-прежнему очень специальная цена, наверное, лучшая на сегодняшний день в мире. Вот до конца года осталось не так много времени. Вот будем поддерживать их в топе продаж среди часов с карбоном. Ну, они такие яркие, у них циферблат светится, метки все, безель. Ну, они вообще очень приятные в ношении. У них есть, вот тут не видно, дополнительный ремешок НАТО. Они такие вот... Я считаю, что они и летние, и зимние. В принципе, если в них ехать куда-то в Альпы или на Кавказ кататься на сноуборде, то есть можно одеть. Ну да, белый Вот. ремешок. Конечно. Яркий, Белый плюс они ремешок легкие. такой карбоновый, минерального вида корпус, подсветка. И они, в общем-то, достаточно компактные. На макре это будет видно. Часы приятные. Ну, итого у нас получилось даже не топ-10, а топ-11 моделей. Топ-11, да. Ну, вот это авансовая. Это аванс. Авансовая. Топ-10 плюс аванс. Да. Кстати, вопрос, а где же Сигал? Сигал я умышленно сюда не поместил, потому что, ну да, он абсолютно точно сюда мог бы попасть, потому что топ-10 там среди китайских брендов. Вот. Но Сигал — это такое море механических часов, такое море концепций всяких находок, что он абсолютно точно заслуживает отдельный обзор. Вот я тебя приглашаю в свой магазин, приходи, выбери, что тебе понравится, и ты попадешь в точку, потому что он продается ровно, и там есть о чем рассказать, что посмотреть. Отлично, обязательно зайду, посмотрю, что-нибудь присмотрю для обзора. Тогда предлагаю вот некоторые модели, про которые мы уже сегодня говорили, сделаю чуть более детальное видео, отдельно, наверное, уже, я думаю, 5 штук будет в самый раз. Ну, хорошо, а оставшиеся 6 для нашего канала. Да, договорились. Все, до встречи.
Вот Борис говорил по поводу механизмов, надежности, точности. Вот Earnshaw решил взять в салоне, принести как раз Ренессанс, сервисный центр. Фирменный есть сертификация от Ракета, Риан-Стар, я смотрю, очень много всего, Титани. Много разных марок. И вот смотрим на таймографе, какая точность по золотому бриджу от Earnshaw. Как раз вот сейчас тогда мастер Алексей эти часы на таймограф поставит, даст несколько комментариев по механизму. 27, 20, 27 секунд. Ну, это механика, поэтому она может прыгать чуть-чуть. То есть это, к сожалению, не швейцарский механизм, у которого частота хода намного выше, чем у данного типа механизма, поэтому и расхождение у него будет, конечно, чуть больше, чем... Это так называемый кривой ход у часов. Две полосы рисуют, когда маятник закручивается в одну сторону, в другую сторону одинаково, то есть на равное расстояние. То есть выкачка маятника идет, вот она показывает 0,2 миллисекунды, это вполне приемлемо. Можно, конечно, отрегулировать там еще, скажем, более точно там до 0,01, вот, но 0,2 тоже приемлемый результат для данного калибра. Чуть побольше в плюс, но в пределах норма. Для данного типа главное, что не меняет ход в разных положениях, то есть идет в одинаково в плюс. Да, в принципе, секунд до 10 можно, даже до 7 секунд можно, в принципе, настроить, будет идти более-менее. То есть плюс 7-10 секунд. Просто больше не поймать градусником на маятнике. Ну что ж, а теперь давайте со всеми часами уже подетальнее познакомимся и начнем с Seiko Marine Master. Очень люблю эту линейку, и у меня у самого были похожие. Здесь механика, в комплекте еще дополнительный каучуковый ремешок. И мне кажется, что вот Marine Master, да, у них классные браслеты, но иногда, особенно летом на море, конечно же, хочется надеть каучук. И здесь очень приятный такой темно-зеленый оттенок. Ну вот, знаете, то, что надо. Ох, хорош здесь зеленый цвет. Он такой на стыке зеленого и черного. Очень глубокий, очень густой, такой, я бы сказал, болотный. На самом деле, эта серия вся серия посвящена красоте природы, а конкретно эта модель зеленый пейзаж богатого океана, который омывает остров Ириомоте в префектуре Окинава, где очень много дайвинга, обильные коралловые рифы, морская жизнь, мангровые леса. Ну и, собственно, у Seiko же, вы знаете, всегда, особенно в линейках, есть некая ассоциация, некое прям точное указание на японскую культуру, историю, какие-то события, ну, либо японскую природу. И здесь не исключение. И мне кажется, это всегда приятно, во-первых. А во-вторых, оттенок здесь, ну, прям реально необычный, нестандартный. Зеленый, не яркий какой-то, не слишком, может быть, болотный, а именно вот такой густоватый черно-зеленый оттенок. Очень нравится, красиво сочетается с люминофором на метках и стрелках. И с вот таким высоким, большим, массивным безелем. Здесь у нас корпус монокок, то есть задняя крышка, ее нет. И механизм у нас размещается в корпусе со стороны циферблата для большей мощи. Калибр здесь 8L35, запас хода 50 часов, диаметр корпуса 44 с небольшим миллиметра, высота 15,4 миллиметра. Ну, не маленькая модель, но Marine Master и должен быть крупным. И для того, чтобы поудобнее носить на запястье, заводная головка традиционно смещена к отметке 4 часа. 3000 экземпляров, 300 метров водозащита, так что можно погружаться с аквалангом, дайвить. И в данной версии это все еще переиздание легендарной дайверской модели 1968 года и в честь 140-летия компании Seiko. Прекрасный браслет и такой гладкий прям, да, как шелк, Толстый, массивный, но при этом корпус шикарен. И его обводы, они прям неповторимы. Мне нравится, конечно же, характерный такой мощный толстый безель, мощные толстые ушки. Они очень отлично сочетаются друг с другом. Ну и плюс такой получается как бы корпус на салазках в данном случае. Мое запястье 18,5, крупные часы, но дайверы и должны быть крупными, и тем более Marine Master. Здесь все красиво.
Глубокий такой, как будто бы бездонный циферблат. Очень круто. Шикарная отделка. И, знаете, прям звенит красота этих Seiko на запястье. И, конечно же, снимать даже таки и не хочется. А надо, потому что сейчас мы уже перейдем к следующей модели. Далеко уходить не будем. Остаемся в Японии. И у нас Citizen Zenshin. Вот они, красавчики. Титан. Здесь корпус Супер Титаниум, который в 5 раз тверже, чем сталь, на 40% легче, устойчив к царапинам и коррозии. И Citizen умеет и делает классно такие часы. Ой, красота. Еще особенно мне нравится вот эта смещенная малая секунда. Я вообще люблю малую секунду, а здесь она прям такая необычно сделана. У отметки 5, между 5 и 4. Есть еще и дата у отметки 3 часа. При этом объемный циферблат, накладные метки. Прям чувствуется здесь воздух. Красиво. Калибр внутри Miyota 8213, запас хода 45 часов, 40,5 мм диаметр, высота всего 11 мм, стекло сапфир здесь, водозащита 100 метров, ну и на моем запястье, о, слушайте, красота. Вот это часы прям на каждый день, очень аккуратные, очень невысокие и максимально универсальные, ну плюс интегрированный браслет, который все любят. И японцы не были бы японцами, если бы не сделали что-то интересное по циферблату. И он здесь такой в стилистике бумаги, что ли. Серый, матовый. И мне нравится вот это кольцо с минутной разметкой, которое по внешнему радиусу идет. Очень красиво сделано. И сочетание. У нас основная часть циферблата как вот такая, как будто бы бумага. Потом, где субциферблат секундный, там лучистая такая зеркальная полировка. И внешнее кольцо. Шикарно. И причем читаемость здесь просто потрясающая. Ну и по отделке здесь тоже все хорошо. Посмотрите, корпус такой граненый. Есть сатинирование, по верхней части корпуса зеркальная полировка. На браслете очень красиво сделано, когда вот это вот маленький такой скос внутренней зеркальной полировка, а основная часть матовая. Красиво в таком варианте смотрится Титан, мне прям нравится. Очень сдержанные, очень строгие, но не без такой толики японского шика часы. Ну что же, а теперь у нас микробренд Nubeo, космическая тематика. И, конечно, это потрясающие часы с вот этим невероятным, непередаваемым циферблатом, объемным корпусом. Вы просто посмотрите, а? Здесь целая планета внутри, под стеклом. Вот это да! И там еще виден ротор сзади планеты, он движется. Офигеть! И на этом роторе тоже что-то изображено, какая-то планета. Класс! Слушайте, вот это круто. Nubeo Tranquility. Здесь, как видите, часовая. Стрелка расположена на внешнем радиусе. Такая оранжевая, давайте сразу покажу. Отвинчиваемая заводная головка и поехали. Вот у нас минутная идет сверху. Самая-самая высокая это еще и секундная. Минутная пошла, и вот часовая по краю там идет. Очень крутая реализация. Да, здесь, конечно, не самая лучшая читаемость, но такие часы, они для фана, для стиля, для удовольствия. И, конечно, здесь всего этого просто-таки хоть отбавляй. Обалденно. Короче, большие, да, большие. 48 здесь по диаметру, 48 на 56, если быть точным, по максимуму. Высота аж 21 миллиметр. Большие крупные часы, водозащита 100 метров, так что, в принципе, с ними можно и плавать. Ну, конечно, я бы поберег такую красотулечку. Стрелки и метки с покрытием Swiss New Light. И каждый циферблат сделан индивидуально, напечатан на 3D принтере из светящейся смолы. И он вот такой вот, да, черно-зеленый, с трехмерным куполообразным здесь изображением Луны, который повторяет изгиб и ее профиль. Мощный, брутальный браслет, ну под стать модели. И, конечно, вот прям хочется взять этот шарик оттуда, очень красиво. Интересная идея, интересная визуализация.
И при всем этом это еще и часы, на которых очень даже неплохо считывается время. Пожалуй, единственный минус все-таки такие часы для среднего или еще лучше для крупного запястья. Но в принципе, если вам, во-первых, нравится стиль, и вы можете себе позволить крупные часы, почему бы нет? Они будут смотреться, как мне кажется, практически на любом запястье интересно, необычно. И здесь главное то, что эти часы это прям часы фишка, часы визуализация, часы идея. И сразу же мы перемещаемся уже к таким, вы понимаете, да, серьезным, размеренным, классическим часам. Раймон Вайль. Вот красота. Фрилансер. Потрясающе красивая модель. Это уже у нас костюмник. Это уже у нас часы, которые максимально сдержанные, но при этом красивые. Мне очень нравится, конечно же, индикация Луны, лунные фазы на циферблате. Это всегда красиво. А здесь помимо лунных фаз, так еще очень много всего полезного. Полный календарь, да, здесь месяц, здесь день недели, здесь дата, часы, минуты и секунды, понятное дело. И указатель стрелочный у нас по дате. А дополнительные кнопки, которые вот прям очень необычно, и прям их не видно. Их не видно, не все так делают. Я не люблю, когда кнопки торчат какие-то по бокам. А здесь Раймон Вайль сделал очень красиво и максимально элегантно. То есть со стороны вы видите только одну головку, а вот эти вот показатели дня, недели и месяца можно удобно настраивать через кнопку. По-моему, это классное решение. Внутри стоит механизм Раймон Вайль 3281, запас хода 62 часа, очень даже приличный. По диаметру здесь универсально 40 мм, высота 10 мм, водозащита 100 метров. Так что к таким костюмникам классическим, в принципе, Раймон Вайль предлагает еще и возможность поплавать, если вдруг что, где-нибудь вечером в бассейне после коктейля. Но, конечно же, прежде всего, это все-таки классика, особенно в версии с PVD покрытием цвета розового золота, как здесь. Шикарное качество отделки, ну от Раймон Вайль мы другого и не ожидаем. Очень элегантно, очень сдержанно и, на мой взгляд, красиво. Особенно вот такое сочетание лунника, календаря и строгости. Ну и родимый Восток в своей классической небольшой коробочке. Вот они, красавцы. Классика. Никогда не выйдет из моды, всегда остается в стиле, потому что это Восток, это амфибия. Калибр Восток 24-16Б, 31 камень, запас хода 31 час, корпус 39,6, высота 15 мм, оргстекло, высокое, купольное, 200 метров водозащита, так что можно нырять с аквалангом, заниматься дайвингом, и этим часам все нипочем. Я всегда люблю эту версию больше на ремешочках, потому что Восток это всегда про ремешки. Хочется разные версии попробовать. Они всегда вот дают что-нибудь из циферблата, такие нотки вот здесь как красного, зеленого, чтобы сочетать с каким-то интересным ремешком. Но в базе, понятное дело, идут на браслете. И браслет вам, в принципе, пригодится. На моем запястье, ну, максимально универсально. Это небольшая классическая модель. С учетом того, что Восток предлагает их по супер классным ценам, это, конечно, такая пушка в соотношении цена, качество и удовольствие. И на этом все. Всем пока, с вами был Дэн. И обязательно, конечно же, смотрите вторую часть этого ролика, которая выйдет на канале Best Watch.